За 600 лет существования Османской империи было казнено порядка 100 шахзаде. Основная причина – борьба за трон, когда ненужные наследники прощались с жизнью через казнь удушением. Султаны же погибали по разным причинам. Кто-то умирал от болезни, иных даже убивали. Но эта история поражает не смертью султана, а тем, что произошло после того, как повелителя похоронили. Султан восстал из гроба и приказал убить всех своих врагов. Нет, султан восстал из могилы. А как же он оттуда выкарабкался? Не спешите думать, что это придуманная история. Она реальна, чем и превосходит другие смерти османских правителей. В 1730 году в Османской империи начал свое правление султан Махмуд I. Его восшествие на престол ознаменовалось подавлением восстания патрона Халила, в результате чего последний был жестоко казнен, а сторонники разбиты. Махмуд продолжил традицию своего предка султана Ахмеда, которого по жизни преследовала цифра 14, но этого султана любило число 24. Он пришел к власти, будучи 24-м османским султаном, и правил 24 года. Как вы, наверное, уже догадались, Махмуд был посажен на трон прямо из клетки, где он провел одноименное количество лет. На самом деле, новый порядок содержания шахзаде после отмены закона Фатиха для тех, кому удалось взойти на трон, выглядел примерно следующим образом. Посадили, вытащили, воссадили, свергли, убили. Вот, собственно, порядок, предсказывающий судьбу султанов, начиная с эпохи Кесем, за редким может быть исключением. Однажды Махмуд сильно заболел и провел в постели 2 года. Он страдал от варикоза и атеросклероза, вены на его ногах кровоточили, и он совсем не выходил из дворца. Как водится в народе, начались волнения. Султан давно болен, а потому началась угроза государственного переворота и свержения больного падишаха с трона. Тогда Махмуд собрал своих визирей и заявил, что готов совершить пятничную молитву в соборе Святой Софии, и поедет он туда на коне. Султан совершил молитву, и народ, увидев в седле абсолютно здорового падишаха, успокоился. Современники писали, что Махмуд держался изо всех сил в то время, пока под одеждами по ногам струилась кровь. Но как только султан пересек главные ворота дворца, то упал с лошади замертво. Паши забегали вокруг бездыханного тела падишаха с криками «Наш султан мертв!». Затем его тело перенесли в специальную комнату для подготовки к погребению. Тем временем визири отправились в Кафес за его братом Османом. Тот к тому сроку сидел в клетке уже 51 год. Как вы помните, я рассказывала, он был полоумным, ненавидел женщин и музыку. Осман, увидев визирей, забился в дальний угол своей комнаты и спросил: «Вы пришли за мной, чтобы казнить?» «Нет», — ответили ему паши, — «ваш брат Махмуд умер, да здравствует султан Осман III». Поцеловав новому султану руку и юбку, визири вытащили его из клетки и сразу же усадили на трон. Буквально в течение первых суток умершего султана Махмуда подготовили к погребению и похоронили в мавзолее Турхан-Султан. После того, как Махмуда похоронили, человек читал Коран. Он был наедине с местом погребения тела султана, как вдруг услышал непонятные крики, доносившиеся прямо из-под земли. Он точно понимал, что слышит, как султан Махмуд кричал оттуда: «Помогите, я не умер, выпустите меня отсюда». Человек тот очень испугался и побежал докладывать о произошедшем новому султану. Осман выслушал донесение и приказал уничтожить мавзолей, сравняв его с землей. Как писали на этот счет современники, султан не умер, а перенес сердечный приступ. Такое иногда бывает, что даже кажется, что нет дыхания и пульса, а человек жив. Но новый султан Осман посчитал, что раз Махмуд умер, то умер, а он теперь султан. А на сегодня все. Не пропускайте главное, подписывайтесь на канал и посещайте вкладку сообщества, чтобы узнавать про Османскую империю то, что остается за кадром наших видео.